Друзья, всем привет! Я закончил трудиться. Сейчас мы пойдем смотреть апартаменты. Вот он и мой новый дом. Надеюсь, я здесь помещусь. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Друзья, запомните, в Швейцарии никогда не бывает ничего бесплатно. Блин, дверь захлопнулась, теперь я не могу обратно обойти. Можно сказать, живем на крыше. Я нашел квартиру недалеко от старого города, недалеко от булочной. То есть добираться буду пешком 2 минуты. Надо только определиться, на какой машине я поеду сегодня. Сегодня поедем на Opel, он длинный, поэтому удобно будет даже что-нибудь перевезти. Ехать нам буквально пару минут, так что сейчас приедем, все расскажу. Ну все, мы добрались, буквально 1-1,5 минутки, и мы на месте. Идем смотреть. Вот он и мой новый дом. Хотел бы я по-настоящему жить в таком доме, но мой новый дом вот он, на заднем плане. Между слияния 2 дорог. Это небольшой косяк. Но сейчас посмотрим на всю обстановку внутри. Давно хотел показать, что почта в Швейцарии разводится вот на таких маленьких электроскутерах. Многие молодые люди стремятся работать на почте, потому что это государственная структура, и здесь довольно-таки хорошо платят, порядка $4000. Ну все, заходим теперь в подъезд и погнали. Мое новое место жительства находится на 4-м этаже. Так что для организма это будет очень хорошая зарядка по утрам, вечерам. Вот она, наша квартира. В принципе, это обыкновенная швейцарская планировка. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит. Заходим, значит, сразу маленькая комнатка. Ну, буквально 6 квадратов. 6-8 квадратов. Тут можно делать что-то вроде кабинета. Теперь идем сюда. Ну, эту комнату можно считать как гардероб. Что-то такое, что-то в этом плане. Можно шкафчики поставить, какие-то тумбочки, вещи повесить. В общем, здесь будет такая зона раздевалки и гардероба. Душевая комната с ванной. Такой здоровенный бойлер. Обычная ванна, туалет и раковина. Надеюсь, я здесь помещусь. Теперь, привет еще раз. Переходим в зону спальни. Это зона спальни. Здесь можно тоже поставить рабочее место, компьютер. Здесь какой-нибудь уголок чиллаута. Такой вид из окна. Можно сказать, живем на крыше. И вон он, старый город. Помните, вот эта церковь, которая возле нашей булочной находится. Следующее место, локация, это зал. Это зал. Вот так это выглядит. Небольшое пространство, ну буквально сколько здесь? 4 на 4, 15-16 метров. Из этого окна открывается вот такой вид. Так, все, и переходим в зону кухни. Она сразу же смежная с залом.
Обычно в каждой швейцарской квартире всегда встроенные кухни, то есть вы не можете снять квартиру без кухни. И они обычно всегда стандартные, то есть есть вытяжка, есть плитка, где-то газовые, где-то электрические, есть обязательно холодильник встроенный всегда. Вот, есть разные полочки с этой стороны, с этой стороны. Когда я приходил смотреть эту квартиру, у парня, который здесь раньше жил, висели разные полки, все было прибито к стене шурупами, чопиками. Но по швейцарским законам, когда ты съезжаешь с квартиры, ты должен все убрать, все дырки, которые ты после себя оставил, замазать. Должен оставить квартиру вот в такой стерильной чистоте. Иногда даже снимают свои лампочки. Как вы заметили, здесь нету стиральной машины. Вы не нашли ее ни в ванной, ни на кухне. Это не машина. В целях экономии воды в Швейцарии запрещено использовать стиральные машинки дома. Обычно их ставят внизу в подвале, и все жители дома пользуются ими по очереди. Сейчас мы спустимся вниз в подвал, и я покажу вам, как это все устроено. Так, ну что, вот она комната washing room, где можно стирать. Вот они стоят, сушилка стоит и стоит машинка. Друзья, запомните, в Швейцарии никогда не бывает ничего бесплатно, поэтому даже здесь, живя в апартаментах, за которые вы платите деньги, вы будете платить за каждую стирку. Стоит одна стирка $1,60. И чтобы постираться, нам нужно записаться в специальный график. Кто-то сегодня уже занял, вот можно на завтра, на послезавтра записаться, кто-то уже записался на другие дни. Но по правилам стирать можно не больше 2 раз в неделю. Для этого делаются вот эти графики. Если потом проверяющий посмотрит, что вы стирали, например, 3 раза в неделю, то вам уже выставят штраф. Сейчас посмотрим место, где сушится белье. Вот здесь сразу же такая небольшая стоянка для великов. Я забыл еще сказать, здесь еще есть выход на внутренний дворик. Такой симпатичный внутренний дворик, где можно развесить белье, где можно при желании посидеть, отдохнуть. Тут, скорее всего, летом тоже ставятся какие-нибудь диванчики. Тут есть небольшая лавочка, парк. Дверь захлопнулась, теперь я не могу обратно обойти, потому что здесь другой ключ, а у меня его с собой нету. Ладно, сейчас как раз обойдем дом вокруг. Большая проблема, что находится дом возле дороги, но из-за этого эти квартиры, эти апартаменты, они не такие дорогие. Например, эта квартира стоит $1000. Обычно квартиры в нашем городе стоят от 1300 и выше. Но 1300 это еще нужно умудриться найти. Не знаю, возможно, здесь я тоже долго не задержусь, потому что камера передает или нет, но очень шумно. Это вот такая главная трасса, которая сзади меня проходит. Главная трасса, и вот эта дорога тоже ведет в старый город. Много очень людей, смотрю, отсюда переезжает. Вот даже на нашем 4-м этаже какой-то мужчина съезжает. Я еще не успел с ним поговорить, узнать почему. Но, скорее всего, это все из-за шума. Ну все, в принципе, по квартире я вам все рассказал. Я специально вам сделал обзор квартиры, когда она еще не обставлена мебелью, чтобы было понятно пространство и понимали вообще, как пространство можно потом в дальнейшем обустроить. В Швейцарии, наверное, 95% жилья, квартир, апартаментов обычно принадлежит банкам. На чем построена вся эта система? Люди вкладывают деньги в банки, стремясь получить процент. Банки на эти деньги строят квартиры, апартаменты, дома. И потом их сдают, соответственно, получают прибыль. Потом платят определенный процент с выигрыша своим вкладчикам. Поэтому у простых швейцарцев никогда не бывает своего жилья. И они считают нормальным всю жизнь снимать жилье в аренду. Просто если считать, что жилье стоит здесь $1000, конечно же больше, но давайте возьмем ровную цифру, то аренда в год получается 12 000, аренда в 10 лет получается 120 000, аренда за 50 лет получается $600 000. А теперь смотрим цены на недвижимость.
Минимальная стоимость квартиры в Швейцарии, минимальная, $400 000. Это будет малюсенькая двушка, ну, наверное, раза в 2 поменьше, чем вот эти вот апартаменты, которые я снял. Если вы захотите дом, то это будет стоить уже от $600 000 и выше. И миллион, и 2, и 3. Ну, цены неограниченные. Ну и как вы поняли, при зарплате 3-4 тысячи долларов купить свое жилье в Швейцарии просто нереально. В швейцарском менталитете не заложено что-то оставлять после себя. И обычно они живут до 60 лет в апартаментах. И на скопленные деньги, которые всю жизнь откладывали, они потом переезжают в дом престарелых и доживают уже свою жизнь там. Конечно же, это совсем иная ситуация, нежели в России, где каждый человек стремится после себя что-то оставить. До 60 лет оплачивает ипотеку, умирает, ну а зато жилье потом остается своим детям. Здесь у людей такая более эгоистическая натура, все живут для себя и стараются жить в удовольствие и брать от жизни все. Но вроде бы неплохой обзор у нас вышел, да, я надеюсь, вам понравилось наше путешествие, так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал, обязательно отсылайте это видео друзьям, рассказывайте, как живут в Швейцарии, какие тут интересные законы, штрафы. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка в описании. Всем хорошего дня и пока-пока!